зальет водой! Вы готовы к этому? Привет всем любителям науки! Вы в лаборатории «Друзья». Это Максим. Здравствуйте! Сегодня покажу вам фокус! Ух ты, давай, какой фокус мы можем сделать? Только фокус, обещаю, что он будет такой простой, что его можно сделать прямо из ничего буквально. Он не только простой, он еще полезный. Например, если вы хотите удивить друзей, объяснить ребенку что-то, или удивить бабушку, дедушку, да вообще кого угодно, хотите удивить? Давай Хотите, показывай смотри, фокус очень простой. Основан он на поверхностном натяжении. Для того, чтобы сделать этот А фокус... мы же снимали ролик по поводу этого. Кстати, посмотрите предыдущий урок. Да, если вы не посмотрели, то можете и не смотреть. Давайте смотрим. Смотри, фокус заготовлен, банка. Кажется, что банка, она, знаешь что? Чё? С водой. С водой. И кажется, что на ней есть крышка. На ней есть крышка. На самом деле крышка она не работает, все легко и просто А что это такое? выливается. А я расскажу чуть попозже, как сделать и что я использовал. Давай сейчас покажу этот классный фокус. Наливаю в банку воды, всем Как видно. вы видите, в банку вода заходит. В этом фокус. Нет, ну что ты? Ай, да что ты- фокус! что ты Вода дурачок заходит какой? в банку. Нет, теперь, видите, показывайте своему другу. Говоришь, итак, внимание, видишь, из банки вода выходит, Вытекает. в банку заходит. И входит, и зах- выходит. Да. Прям как Потом у- берешь и говоришь, смотри, я закрываю все крышкой, теперь, смотри, переворачиваю. И после этого нужно сказать волшебные слова. Ахалай, махалай, ляски, масяски и трах. Тебе Видишь, и держится все. Потом говоришь, смотри, это понятно, почему держится, но теперь, мой друг, Ничего самое не понятно. все понятно. А теперь говоришь, друг, тебе же не страшно? Ты же доверяешь мне как фокуснику, ты доверяешь мне как фокуснику, доверяешь? Он говорит, да, я тебе доверяю. Он говорит, клади голову на стол. И сейчас, смотри, что произойдет. Я уберу эту крышку, и тебя зальет водой. Вы готовы к этому? Итак, 3, 2, 1. Я уже умер? Нет, смотри. Я уже- Эй, Я повернись. захлебнулся, я плыву. Да нет, что-то ничего не выливается. О, ничего. Ничего не выливается. Точно, смотрите, а вода в банке есть? Да, конечно, вода в банке Я есть, смотри. знаю, всё. Смотри, вот так есть, а вот так нет. Льется? Не льется. Ну а теперь самое интересное. Ты говоришь, но это еще не конец. А что? Но перед тем, как последний делать финальную, самую крутую часть этого фокуса, давай расскажем, как я сделал эту банку. Все. Весь секрет вот в этой пробковой штуковине, правильно? Да нет. Нет. Да ладно, я шучу. Ладно, давайте, мы же все-таки заканчивали, я, между прочим, 5 классов образования имею, поэтому я могу хоть что-то объяснить и тебе, и всем, кто нас смотрит. Давай. Дело 5 в классов. том, что в воде, как мы выяснили уже, есть поверхностное натяжение. Да. Это когда молекулы воды вокруг фокуса. Плотненько собираюсь. Да, они собираются вместе, и вот эту связь, ее можно разорвать, но крайне сложно, в отличие от других, например, жидкостей. Вот, поэтому вот это и есть пленка поверхностного натяжения, когда молекулы соединяются. Ага. Когда мы берем банку, Ага. у нее, допустим, представим, что это квадратная банка, можно? Ну как хочешь. Квадратная банка Его художественным талантом я вообще не доверяю. площадью, например, 100 квадратных сантиметров. Да? Математику. 100 квадратных сантиметров, это получается 100 квадратных сантиметров. Вот из такого отверстия банки вода выходит спокойно. Конечно, Но то если есть пленочка поверхностного натяжения не справляется. не справляется, потому что жидкость очень большой вес имеет. Но если мы разделим вот эту вот поверхность на клеточки, Ага. по 1 сантиметру каждая клеточка, Вот такими полосками? Да. Нет, вот квадратиками, да? то, например, если жидкость будет весить Тонн. 1 килограмм, 1 килограмм. 1 килограмм воды, Ага. то в каждой клеточке образуется пленка поверхностного натяжения. И сколько она будет держать? Ну, если я не знаю, сколько... 100 квадратных сантиметров разделить на 1 килограмм воды. 1 килограмм делим на 100. Сразу хочется сказать, порешай со мной. Но... В килограмме 1000 грамм. Я знаю, сколько грамм. Ты мне Значит, скажи, будет- сколько клеточка это? Клеточка будет 1 квадратный сантиметр. Ну, значит, на 1 квадратный сантиметр... Выходит 10 грамм.
давит всего 10 грамм. 10 грамм, представляете, это уже, в принципе, такой вес, который может держать пленка. Конечно, и она же, поверхностного и пленочка стала настолько маленькая, она стала всего 1 квадратный сантиметр. Да, и поэтому давление вот этой воды распределилось по всем клеточкам, и тогда удерживать стало легче. Но кстати, марля... это нас отнесло к тому, что, помнишь, мы как-то снимали ролик, кто из нас, обязательно посмотрите, про распределение веса. И что такое вес? Когда мы садились на целый стол с гвоздями. Да, но это другой ролик, смотрите. Вот здесь вот ты же Да. обещал рассказать, что А здесь я у тебя? расскажу, смотрите. Что здесь? Я взял то, что уже ушло из моды, маски. И разрезал маску и взял вот эту вот здесь 3 слоя, один из слоев. Видите? Вот такой слой. Это, грубо говоря, слой марли с маски. Да. И получилась вот такая вот перфорированная тряпочка. И потом эту тряпочку я не стал приклеивать, я закрепил обычной резинкой для бумаги. Но это не важно. Главное, что вот здесь образовалась вот такая вот крышка с дырочками. И когда мы переворачиваем Когда банку, видишь, когда банку вот мы туда переворачиваем не сильно, то давление слишком большое воды на эти маленькие отверстия. Но если банку перевернуть резко, то вода внутри останется, потому что остатки этой воды распределяются по всей марле и в каждой дырочке как ты долго это объясняешь, точно тебе надо в школу надо. удерживается пленка поверхностного натяжения. Даже я ничего не понял. Давай. Но Это не самое волшебное, что можно сделать с этой банкой. Смотрите. Конечно, самое волшебное, что можно сделать с этой банкой, можно ее опять заполнить. Пожалуйста, вы опять показываете фокус, что банка заполняется. Но мне нужно, чтобы ты заполнил целую банку, прям вот целую-прицелую, Целиком. целиком. Вот прям до самого, хватит. Вот так. Вот так, Всё. да. Теперь смотри, я не использую даже эту бумажку, потому что друзьям что показывать бумажку? Я использую руку и говорю: итак, внимание, смертельный номер, дорогой мой друг. Итак, я переворачиваю сейчас все выльется. И он говорит: да, нет, но сейчас все выльется. И ничего не выливает, он стоит сухой. И когда наступает смертельный номер, я ему И говорю: он берет зубочистку. я... Вот так, не молодец. И после этого можно вот пропускать эту пленку. Смотрите. О! И О! зубочистка всплывает прямо наверх через это. Ай-яй-яй. Аккуратно, протыкай, попадай. Ну ты уже заливаешь друзей, ты... Ай, Какой ты неопытный фокусник. ты дрожишь. Опа! Смотрите, зубочистки попадают вовнутрь. А! Но банка старается. Я Банка стараюсь. держится. Давай. Ну хочешь ты, давай, я. У меня руки просто трясутся, ребят. Всё, давай, держи. Сейчас попробую. Да. Смотрите внимательно, зубочистки попадают в банку. Я смогу. Вау! Находите самую широкую дырочку в этой марле, и через нее очень легко можно засовывать зубочистки. Ну, если взять прям марлечку, то там вообще много квадратиков сразу, и это работает лучше. Все-таки одноразовая маска — это такое. В общем, зубочистки проникают, но пленка снова восстанавливается. Вот Класс! такой фокус. Удивляйте знакомых, но теперь, Герасим, еще один эксперимент, который мы приготовили. И этот эксперимент загадка. Знаешь почему? Давай. А потому что я как раз задаю вопрос и тебе, и ребятам: верите ли вы, что это настоящая правда, что именно поверхностное движение сейчас будет помогать мне проводить этот эксперимент? Вот из этой колбочки мы заполняем, помните, как мы делаем? Полностью целиком банку. Ага. Это уже бутылка. Бутылку. Ага. Да. И смотри, пленочку, кстати, видит, и горочку уже Видите, видит, на да. самом деле воды здесь в бутылке с горкой, потому что пленка делает вот эту самую горку. Она И не- теперь на эту пленку я опускаю шарик. Да. Я плотно прижимаю его. Ну что, и теперь делаю простую вещь. Смотри, а хочешь ты попробовать? Давай. И ты переворачивай, я подержу просто. Итак, шарик. Все видишь, что обычный шарик. После этого я отпускаю руку. Воу! Ха! Шарик держится на горлышке. А покрути вот так в сторону чуть. Кого? Вот так можешь повернуть на бок, например. Как, смотрите. Ого! А в другую сторону? И в другую сторону. А можешь вот прям вернуть в исходное? Попробуй смертельный номер. Смертельный номер. Опа!
Есть! Чтоб вы не думали, что шарик не настоящий, вот обычный шар, он не приклеен ничем. Еще раз смотрите, заполняем водой края шарика, и после этого можно переворачивать, и он будет держаться. Но этот эффект никак не относится... Подожди! Что? Ты зачем рассказываешь? А вот теперь пишите в комментариях, правда ли держит этот шарик поверхностное натяжение или какой-то другой эффект и закон физики. На этом ставь нам лайки, подписывайся на канал, рассказывай друзьям и Увидимся в следующем не видео. забывай повторять фокусы.